Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех из Иерусалима. Неделю назад я рассказывал о ситуации в Израиле в связи с эпидемией коронавируса и говорил о 670 случаях заражения. Но болезнь стремительно распространяется, и на сегодня уже число зараженных увеличилось до 2369 человек, и, к сожалению, есть уже 5 умерших, а 39 больных находятся в критическом состоянии. В Израиле с 20 марта была объявлена чрезвычайная ситуация, и Минздрав не рекомендует выходить жителям куда-либо, кроме магазинов с продуктами и аптек. Работают только больницы, военные, полиция и основные стратегические направления жизнедеятельности государства. Часть некоторых религиозных учреждений пока также открыта для верующих, хотя русская духовная миссия в Иерусалиме из-за эпидемии закрыла для посетителей на карантин все свои храмы и монастыри, что является беспрецедентным случаем в истории этой организации, существующей с 1847 года. Храм Гроба Господня в Иерусалиме пока, к счастью, открыт. По новым указаниям Минздрава власти собираются закрыть и другие религиозные учреждения. Будем следить за развивающимися событиями. Большая часть жителей государства Израиль оказалась в домашнем вынужденном карантине. Каждый день приносят какие-то новые, в основном неутешительные новости. Дети не будут ходить в сады и школы как минимум до конца весны, а в худшем случае до начала сентября. Обучение переведено в режим онлайна, удаленного виртуального общения. Все эти события сочетаются с тяжелейшим в истории государства Израиль политическим кризисом. Стране грозят 4-е перевыборы за 1,5 года. Такого еще не было в истории Израиля с 1948 года. В этом отношении новый 2020 год бьет все антирекорды. Я не берусь оценивать причины появления эпидемии и скорость ее распространения по всему миру. Скажу лишь, что безусловно это трагедия и вызов всему человечеству. Можно сказать, что теперь начинается в мире какая-то новая, еще неизвестная эпоха, и как теперь будут складываться политические, экономические, культурные и социально-общественные отношения между разными странами, остается неизвестным. Будем следить за развивающими событиями здесь, в Святой Земле. Но, как и в прошлый раз, я не хочу развивать сюжет только на пессимистических нотах. Хочется как-то утешить друзей и зрителей моего канала позитивом в это непростое время. В прошлый раз я показал некоторые цветы в живой природе, а в этот раз я хотел бы немножко рассказать об израильских уличных кошках. В Израиле есть немало любителей этих животных, которые заботятся о них, подкармливают и лечат. В числе этих любителей и моя супруга Лариса. Каждое утро в 7 часов уже сидят в ожидании у калитки ее подопечные котейки. Все достаточно упитанные, как вы можете видеть. Это Ричард, наш любимец, совсем домашний. И он котенком сразу был дружелюбным, любопытным и совсем не пугливым. Есть у нас и Белка, и Тофи, ее котенок. Это одна семья, держатся вместе, они наши. Кормятся у нас во дворе, чужих не подпускают и носят нам дары. Птичек, мышек полевых, раз даже змею притащили и дохлую ворону. Белке и Ричарду уже по 3 года. Этот котенок появился совсем недавно, неожиданно и непонятно откуда. Ведь котов нашей улицы в прошлом году стерилизовали. Он абсолютно домашний, урчащий, был худющий, уже поправился, давался гладить с самого начала и абсолютно не боялся людей. Назвали его Фейч, имя свое знает и бежит, когда его зовут по имени. Это кошачий босс, старый кот, мы его называем Арлекин.
Коты его уважают. Людей он не боится, не убегает, но держится на расстоянии. Кошек с нашей улицы нельзя называть дикими. Из-за постоянного контакта с людьми они совсем не злобные. Завезены кошки на Святую Землю в период британского правления с 1917 по 1948 годы для борьбы с грызунами и змеями, и со своей задачей не справились вполне успешно. Средиземноморский климат идеально подошел, и они расплодились в великом множестве. В таком климате может появляться по 2-3 потомства в год. На улицах Израиля проживает сегодня порядка 2 миллионов кошек. Есть постоянная борьба между теми, кто сочувствует несчастным животным, и их противникам. Ведь кот — это не только милое пушистое животное. Бывает, они агрессивные, гадят и запах распространяют. По закону разрешено кормить котов сухим кормом, ставить воду не в подъездах, конечно, а возле мусорных баков на пустырях. Есть несколько общественных организаций, занимающихся бездомными животными. У меня есть знакомый, который жертвует денежные средства в эти организации. Ведь средства нужны немалые, а на государственном уровне вопрос уличных животных еще не проработан так, как этого хотелось бы. Добровольцы отлавливают, стерилизуют, лечат, кормят, поят, защищают. Не все так гладко, как можно понять из моего рассказа. Есть серьезные проблемы со стерилизацией и кастрацией котов. Ведь только так можно сократить популяцию животных. Только вдумайтесь в эту цифру. 2 миллиона бродячих котов. Это в стране, где менее 9 миллионов жителей. Немало животных страдает и умирает от жары летом, от голода, холода и болезней зимой. А людская жестокость по отношению к беззащитным животным. Кошкам на улице живется совсем нелегко, и пусть будет больше неравнодушных людей, больше тех, кого радует, а не пугает, это грациозное и умное животное, тех, кто готов прийти к ним на помощь. На этом я заканчиваю сегодняшний сюжет. С вами был Павел Платонов. Всего доброго и до новых встреч.